Приветствую любителей ArduPilot. В этом видео расскажу о том, как подключить видеопередатчик, например, вот такой, по протоколу Smart Audio к полетному контроллеру. Буду показывать на примере прошивки Arducopter, и полетник используется у меня Matek H743 Slim. Прежде чем настраивать, необходимо правильно подключить видеопередатчик к полетному контроллеру. Для этого необходимо найти пин, который отвечает за Smart Audio. Например, на этой картинке он указан, подписан как SA, и тут он подписан как SA. Вот она. И цвет проводка фиолетовый. Данный проводок необходимо подпаять на любой свободный UART, а именно на пин TX. У меня для этого используется TX8 пин, то есть у меня фиолетовый проводок подпаян вот сюда на TX8. Далее необходимо в документации найти, какой сериал соответствует 8 UART. Я вижу, что 8 UART соответствует сериал 5. Подключился к полетному контроллеру, и необходимо настроить следующие параметры. Serial 5 baud поставить 4800, опция 4. Serial Option поставить Half Duplex. И Serial 5 протокол установить 37. Это тот самый Smart Audio. И записать данные параметры. После этого необходимо найти параметр VTX. VTX Enable. Сейчас, если я поставлю его в 0. Вот, ничего нету. Но стоит его поставить в единицу, нажать в Write Param и нажать Refresh, как появятся дополнительные следующие параметры. И вот их уже необходимо настроить. VTX Band — это та частотная сетка, которая у вас используется. У меня это Race Band. Далее указывается канал. Это последний R8. Частота автоматически выбирается, то есть R8 это 5917. Если посмотреть таблицу частот, то вот Race Band. Да, вот канал 8 5917, это автоматически выставляется. Далее необходимо задать VTX Power. Это та максимальная мощность, на которой будет работать видеопередатчик. К сожалению, она ограничена максимум 1000 милливатт. То есть, если поставить 1200, по-моему, параметр не сохранится. Нет, слушай, сохраняется. Параметры выше 800. Не знаю, как будут работать. К сожалению, у меня видеопередатчик вот такой используется, повторюсь. И максимальная мощность у него 800. Далее есть дополнительные опции. Это вот параметр VTX Options. Pit Mode, то есть это прям минимальная мощность, там около 0,1, по-моему, милливатта. Когда не активен, собственно, switch, который отвечает за мощность, либо вот эти вот галочки, что Pit Mode Until Armed, то есть Pit Mode, пока аппарат не заармлен. И Pit Mode When Disarmed, то есть когда аппарат задизармлен. При вот таких вот настройках, пока я не щелкну тумблером, видеопередатчик работает на минимальной мощности, и сейчас это продемонстрирую. И также он сам автоматически выходит на максимальную мощность, и сам автоматически уходит с максимальной мощности обратно в Pit Mode. Unlocked какие-то каналы и сетки разблокирует по возможной мощности на заблокированных видеопередатчиках. Это параметр какой-то специфический, наверное, если у вас что-то не работает. Собственно, такие вот мне настройки, что он сам автоматически включался и выключался при арминге и дизарме. Так, я настроил мощность на крутилку, вот на эту вот. То есть видите, как бегает 13 канал. Так, и соответственно я настроил конфиг user params 13 канал VTX Power. То есть вы можете настроить как на крутилку вот эту вот опцию, так и на какой-то тумблер. Просто при использовании тумблера вы будете включать либо минимальную мощность, то есть Pit Mode, либо включать максимальную мощность 800. А если назначите вот эту вот опцию на какую-то крутилку, как я, вот на эту сейчас я назначил, то можете управлять мощностью более гибко. Крутилка на минимуме. Видеопередатчик моргает. Значит, находится он в Pit Mode. Далее я кручу крутилочку. И примерно в этом положении, да, мне пишется, что мощность 25 милливатт. Видеопередатчик загорел зелененьким. Дальше я кручу дальше крутилку. И примерно в центральном положении, по-моему, должно активироваться
должна активироваться следующая мощность. О, загорелась. 500 милливатт. И кручу крутилочку дальше. И загорается максимальная мощность. 800 милливатт. Вот так вот крутилочкой можно регулировать мощность. Снова 500. И там где-то еще положение должно быть 200. Вот 200 милливатт. Почему-то в том положении оно не включилось. А вот в обратную сторону оно включилось. И вот 25 милливатт. И 0 милливатт. Питмод. Вот так вот. Смарт аудио на ардупилоте работает. Переназначу обратно в VTX Power на 11 канал. Там у меня тумблер простой стоит. Мне эта регулировка ни к чему, плавная. И проверяю над тумблером. С помощью тумблера все работает. Причем опять же у Taranis QX7 почти все тумблеры трехпозиционные. То есть в нижнем положении у меня питмод. В среднем положении 200 милливатт. И в максимальном положении 800 милливатт. Тоже работают промежуточные вот эти вот режимы мощности. Также, если поставить галочки Pitmod when until armed и Pitmod when disarmed и записать, то после арминга включается максимальная мощность. И когда я дизармлю, включается снова Pitmod. И то же самое я вижу в сообщениях в Messages. Вот так работает Smart Audio на прошивке ArduPilot. К сожалению, я не могу вам продемонстрировать, как работает Smart Audio на более высоких мощностях, там более 1000 милливатт, 1200 милливатт, потому что вот в конфиге вообще вот этот параметр VTX Power ограничен 1000. Говорят, он не работает, но вот, к сожалению, у меня проверить возможности нету. Также говорят, что некоторые видеопередатчики, к сожалению, не работают, не меняют мощность. С чем это связано, не знаю. Скорее всего, какой-то другой протокол Smart Audio используется. У меня видеопередатчики используются Smart Audio 2.1, и, как видите, работает все прекрасно. Как будет работать на других видеопередатчиках, я не знаю. Если данное видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.